Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Поступает много вопросов по поводу грунта второго состава. Сегодня мы хотели бы снять небольшое видео и рассказать, что из себя представляет грунт второго состава. То есть это две части. Одна из них это кокосовый субстрат крупной фракции. Вторая часть это верховой торф. Давайте сейчас подробно остановимся на кокосовом субстрате. Мы используем вот такой субстрат. Не обязательно выбирать именно эту фирму. Фирма может быть другая, упаковка может быть и меньше. Главное, чтобы грунт, субстрат был вот такой крупной фракции. Вот видите? Вот она у меня уже. Видите, вот какая крупная фракция. Это кокосовый субстрат крупной фракции. Его использовать можно. В продаже еще есть кокосовый торф. Вот образец кокосового торфа. Кокосовый торф. Обратите внимание, фракция очень и очень мелкая. Я здесь накрошила. Посмотрите. Это пыль. По сравнению с вот этим, если поставить их вместе, видите разницу? Как говорится, почувствуйте разницу, она заметна. То есть, вот это использовать можно, это использовать нельзя. Если у вас нет кокосового субстрата крупной фракции, но есть кокосовые чипсы, к сожалению, вот упаковки у меня сейчас нет, но они будут представлять вот примерно вот такую фракцию, то их тоже можно использовать. То есть кокосовый субстрат обязательно крупной фракции. Вот это можно, это нельзя. Далее переходим к верховому. Верховой торф. Мы используем вот такой верховой торф. Не обязательно использовать именно эту фирму. Она может быть другая. Главное, чтобы здесь было написано кислый. То есть переворачиваете брикет, на обратной стороне обязательно указывается pH этого грунта. Он должен быть от 2,5 до 4, но не более 4,5. Еще какое отличие верхового торфа от низинного торфа? Это цвет. Посмотрите, верховой торф, он светлый. Если у вас попался брикет, на котором не указан pH, и вы видите, что по цвету он темный, то использовать его нельзя. Вот, смотрите, это у нас получается вот он в каком виде. Итак, верховой торф кислый. Низинный торф использовать нельзя. Далее переходим к составлению грунта. Берем одну часть верхового торфа и 3 части кокосового субстрата крупной фракции. Все это помещаем в одну емкость. Хорошо перемешиваем и заливаем водой. Я использую воду из фильтрообратного осмоса. Показатели этой воды: жесткость нулевая и pH 5,0. Можно использовать дождевую воду, дистиллированную воду. Водопроводную воду нежелательно использовать, чтобы не добавлять лишние соли. Заливаем. Многие промывают субстрат кокосовый для того, чтобы удалить лишние соли. Мы этого не делаем, потому что предварительно, перед использованием именно этого субстрата, делали водяные вытяжки, проверяли его на общую жесткость, временную, карбонатную и pH. Все показатели в пределах нормы и не отличает от тех, что указывал производитель. Заливаем. Здесь комочки можно руками раздавить. Можно добавить побольше воды. Так он быстрее напитается. И оставляем его на некоторое время. Грунт размок. Предварительно еще его
Перемешали хорошенько. Обратите внимание, влаги очень много. В такой мокрый субстрат сажать растения нельзя. Мы его отжимаем, насколько хватает сил. И так делаем совсем. То есть получается вот такой грунт. Рыхлый, воздушный. Вот это и есть грунт второго состава. Это мокрый грунт. Использовать такой грунт нельзя. Это влажный, хороший грунт. В него можно уже смело сажать растения. Сегодня мы вам показали, как правильно приготовить грунт второго состава. Надеюсь, что это видео будет вам полезно. Всего вам доброго.